Привет, ребята, это Сид. Сегодня заканчиваем ремонт механизма подач, поставим его на место, переведем в порядок переднюю панель и с этого момента, можно сказать, начинаем обратную сборку станка. Мне так и не удалось найти родные крышки двигателей. Видите, они с круглыми корпусами. Изначально на первом двигателе вообще не было коробки, а на этом стояла тоже самопальная, вообще беспонтовая, я ее убрал, поставил вот такую. Ну нету, короче, ничего лучше не нашел. Двигатель на фланце пришлось развернуть вот так. Это чтобы провода шли более-менее в одном направлении. Эта коробка вообще какая-то телефонная, но двигатель маломощный, поэтому ее должно хватить. Это у нас не реставрация, так что за красотой не гонимся, я даже красить ничего не буду, просто восстанавливаем работоспособность. Тут выявилась такая проблема, гуляет ротор, да, вот этот вал в подшипниках, шестерня косозубая, и там неполное зацепление, поэтому есть смысл убрать этот люфт. Смазка засохла, но подшипники еще живые, так что просто промоем их, смажем и соберем обратно. Для устранения люфта вытащил вот такую шайбу. Еще раз напоминаю, что двигатель работает в импульсном режиме, так что заморачиваться с тепловыми зазорами не имеет смысла. Странно, что кроме тугой посадки, косозубая шестерня никак больше не крепилась на валу.
Знающие люди в комментариях посоветовали четко отрегулировать вот эту блокировку. Она отключает ускоренное вертикальное перемещение головы. Если ее не будет, то можно поломать храповой механизм. Так, ну вот ремонт электрической части механизма подач закончен. Признаюсь, что ремонт получился не идеальный, даже местами колхозный. Крашеный металлорукав и не покрашенные электродвигатели. Это зашквар. Но на идеальный ремонт уже не хватает ни сил, ни денег, ни времени. Но это все равно намного лучше, чем было. Можете посмотреть в старых видео, где там вот эта коробка даже была просто откручена и все висело на проводах. Не хватало половины винтов. Был убит и раскурочен вот каждый узел. Демоны-ремонтники впихали свои метастазы во все, сея хаос и ужас. Вращение от механизма подач к редуктору вертикального перемещения шлифовальной головки передается вот таким валом через пружинные шайбы, которые компенсируют несоосность валов механизма подач и редуктора. Казалось бы, что может быть проще сделать все соосно оси вала, чтобы он не бил, да, и не вызывал вибрации. Но это оказалось неразрешимой задачей для ремонтников, да, а может быть даже для завода-изготовителя. Потому что все отверстия, все пластины, все вот эти фланцы, вот эти приваренные, все сделано криво. Как? Почему это происходит? Откуда эта рукожопость и криворукость? Ответа нет. Я понимаю, конечно, что это все компенсируется вот этими гибкими пластинами. Но было бы там биение 0,5, там, 1 мм, еще можно было бы мириться. Ну вот с помощью дремеля и такой-то матери удалось уменьшить биение. Но в будущем весь этот узел надо переделывать. Ну, следующая вещь — это гайка поперечной подачи. Замочил ее в солярке, сейчас ее почистим. Вся она оказалась забита абразивной пылью, продуктами износа. Резьба практически убита. Витки очень тонкие, острые. Гайка состоит из двух полугаек, между которыми имеется пружина. Это не родные, уже помененные гайки. Одна сделана из бронзы, браш. Да, видите, магнитик примагничивается. А вторая сделана вообще из латуни. Такая конструкция из двух полугаек и пружины позволяет выбирать люфт в паре винт-гайка. Она выбирает его, но не устраняет совсем. И жесткость подачи имеется только в одном направлении. Допустим, при вращении маховика только по часовой стрелке. Рабочая часть из бронзы заливается в стакан или запрессовывается. На чертеже это называется биметалл. Это у нас уже ремонтная гайка. И для ее закрепления ремонтники использовали вот эти два резьбовых отверстия. В оригинале эти отверстия служат только для закрепления вот этого хомута. И там резьба нарезана не насквозь. Ремонтники вкручивали эти винты с такой силой, что срезали резьбу. А может, они обточили их на токарном станке так. В любом случае, на гайке сделаны конические лунки, а винты плоские и совершенно не держат эту гайку, что видно по следам срыва. Еще одно доказательство, что ремонтники были полными дебилами. Вот эта вспомогательная гайка устанавливается в корпусе с очень большим зазором, и это сделано в соответствии с чертежом. Почему она так прослаблена, понять трудно, но чтобы из этого корпуса не вытекало масло, она уплотняется вот таким резиновым кольцом. Масло подается от гидропанели по вот этому шлангу и через вот этот штуцер. Как и все в этом станке, неудивительно, что он был забит полностью грязью и не продувался. Видите, штуцер не совсем обычный, он имеет на конце такое маленькое отверстие для регулировки расхода масла, потому что она сидит на одной линии со смазкой направляющей колонны. Ну вот гайка почищена, собираем ее обратно, просверлил нормальные лунки и сейчас закрутим нормальные гужоны, а вернее установочные винты, если говорить правильно. И видите, они не вкручиваются до конца, потому что там резьба по чертежу не дорезана. Давайте дорежем ее. Ну вот только что всячески унижал ремонтников, да. Я сейчас, смотрите, ставлю вот эту вспомогательную гайку задом наперед. И еще удивляюсь, почему она выпадает, не держится в ней, выскакивает за счет пружины. Понял это только когда монтировал это видео. Ну, имеет ли это какое-нибудь значение, нам предстоит еще выяснить. Гайка вспомогательная, если она будет уплотняться, как бы масло оттуда не будет бежать, то я, пожалуй, оставлю так. Ну, вот видите, за счет пружины резьба как бы уплотняется, пропадает люфт. Но жесткость передачи имеется только в одну сторону.
в другую она будет тупо пружинить. То есть такие подпружиненные гайки имеют смысл только на легко ходовых, на роликовых направляющих. А где направляющее скольжение, да, где большое трение, допустим, на токарном станке, такая схема работать не будет. Еще немного беспокоит вот этот вот стопорный винт. Во-первых, его нельзя затягивать, потому что перекашивается вот эта дополнительная гайка. В то же время возникает вопрос, как он там должен держаться и не выпадывать. В общем, весь этот узел требует доработки. Итак, станок был разобран где-то на 90%. Единственное место, куда мы не полезли, это передняя панель. И все же сделаем небольшую ревизию. Вот так творчески подошли ремонтники к закреплению рукояток. У меня только один вопрос. А где родные штифты? Блин, они даже не смогли забить какие-нибудь гвозди подходящего диаметра, потому что они тупо ручки переставили местами и отверстия не совпали. А, блин, как же это тупо. Сама гидропанель выглядит, на мой непрофессиональный взгляд, довольно бодро. Снимать и лезть в нее пипец как не хочется. Опять выкрученные винты. Блин, неужели снимали весь фартук? Это плохой знак. Но остальные вроде на месте. Тут я положил полотенчика, впитываем масло, тут целый литр его натекло. Масло! Да, фильтр, но какая-то сетка. Чего они так затянули ее? Спакли еще. Видать, текло оно. Что он там нафильтровал? О, есть что-то. Маленько есть она. Какая-то грязишка. Это фильтр-то чего? Вот эта гидравлическая система, когда туда-сюда толкается? Распределителем. На всякий случай еще. А, нет, это знаешь, куда идет. Смотри, чача какая оттуда вылазит. Есть что-то, да, что-то он нафильтровал, действительно. Не зря мы его открутили. Не зря. Для гидравлики-то это неприемлемо. Это вообще... Итак, фильтр идет на систему смазки, не на гидропривод. Поэтому просто его промоем в бензине, продуем и ставим обратно. В принципе, предполагается его регулярное обслуживание, потому что он выведен наружу. Пробку садим на герметик. Несмотря на все приготовления, установка на место механизма подач прошла далеко не так гладко, как хотелось бы. В конце концов, мне пришлось даже залезть в станок. Короче, вырвали вот эти металлорукава, идущие к моторам. Но, к счастью, провода не пострадали, так что поставил их обратно, закрепился. С медными трубками тоже пришлось конкретно повозиться, там нету места для ключа даже. Ставим нормальные новые конические штифты. Если они полностью не заходят, то не надо забивать их молотком со всей дури, что их потом фиг вытащишь. Нужно взять коническую развертку и слегка развернуть дополнительное отверстие. Конический надо. Ручки пока не ставлю, потому что будут мешаться. Итак, передняя панель собрана. Можно сказать, что начинаем обратный этап сборки. Вернее, этап обратной сборки. Впереди еще переборка шпиндельной головы. Посмотрим, что со шпинделем. А на этом пока все. Всем пока, удачи!